Привет, друзья! Замечательная задача, хотя внешне вроде бы простая, но на самом деле, мне кажется, не очень простая, и мне кажется, она, саккумулировала в себе разные идеи, которые мы рассматривали на нашем канале при решении подобных задач. Поэтому назову ее задача аккумулятор. Итак, дан квадрат со стороной 6, буквы А, Б, С, Д. Проведена диагональ BD, внутри взята точка К, и оказалось, что угол КБЦ 15 градусов, угол КДБ 15 градусов. Требуется найти длину отрезка КД, красного отрезка. То есть Х предстоит найти. Я покажу три решения. Одно алгебраическое, два геометрических, а вы скажите, какое решение наиболее близко к вашему, либо предложите свое. Итак, 10 класс. Ну что 10 класс? Они там знают очень много всего. Теорему синусов, косинусов, тригонометрию. Ну вот первым шагом я отмечу, что этот уголок легко найти. 45 минус 15, 30 градусов. В треугольнике АБКД с легкостью находим вот этот уголок. Он будет 30 плюс 15, 45, 135 градусов. И теперь, внимание, в треугольнике БКД что нам известно? Я напомню, что стороны квадрата 6 и 6. Тогда из треугольника БАД по теореме Пифагора находим, что диагональ равна 6 корней из 2, и отрезок КД тогда найдется при помощи теоремы синусов. Из треугольника БКД при помощи теоремы синусов, которая утверждает, что стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов, мы пишем, что КД относится к синусу Б, то есть х относится к синусу 30 градусов, как БД к синусу К, то есть 6 корней из 2 к синусу 135 градусов. Ну а чему равен синус 135? По формуле приведения синусу 45, а табличное значение корень из 2 на 2. Итак, х, деленное на 1/2, синус 30, равен 6 корней из 2 делить на корень из 2, деленное на 2. Двоечки сократили, корни сократили, отсюда следует мгновенный ответ, что х равен 6. Ну, не слабо. Оказывается, что эта сторона КД треугольника равна стороне квадрата. Здорово. Это нас может подвигнуть на нахождение других способов решения. Итак, способ 2. 9 класс. 9 класс. Я дам в начале буквы А, Б, С, Д и скажу, что, после того, как мы вот здесь установили, что угол А 90 градусов, а вот этот угол 135 градусов, речь может идти о разного рода окружностях описанных. И вот я построю окружность с центром в точке А и радиусом равным АБ, то есть радиусом 6. R равно 6. Вот подумайте мысленно, как она пройдет, а я уже ее построил, поэтому сейчас просто ее нарисую. Вот я нарисовал, и как получается здорово, она точно проходит через точку Б, она проходит через точку Д, и вот вопрос, она проходит через точку К или нет? Оказывается, точно. И сейчас мы это докажем. Посмотрите, очень-очень быстро я проведу второй радиус, чтобы получить диаметр. ББ1 – это диаметр. ББ1 – диаметр. И проведу еще вот такую хордочку. Легко понять, что вот этот угол будет равен 45 градусам. Так? Так. Ну, хорошо. У нас оказалось, что углы, вот угол B1 и угол К в сумме дают 180 градусов, то есть 45 градусов плюс 135 градусов дают 180 градусов. Что отсюда следует? Отсюда следует, что около четырехугольника B 1БКД можно описать окружность, что этот четырехугольник вписан в окружность, верно? Верно. Но с другой стороны, наша окружность описана около треугольника B1БД, и значит, наша описана около четырехугольника совпадет с той, которая описана около треугольника. Около треугольника всегда можно описать окружность, и только одну. Таким образом, наша окружность, которую построили в начале, обязательно пройдет через вершину К.
поскольку треугольники совпадут, о которых шла речь. А дальше все очень-очень просто. Посмотрите, что мы сделаем. Мы проведем вот такой радиус АК и скажем, что поскольку у нас вот этот уголок уже нами найденный ранее 30 градусов, а это вписанный угол в окружность, он опирается на дугу КД, на эту же дугу опирается вот этот центральный угол, а вписанный равен половине центрального, значит, этот угол будет сколько? 60 градусов. Ну и мы имеем равносторонний треугольник АКД, у которого АК и АД равны, угол между ними 60, значит, углы при основании по 60. Все, точно он равносторонний. Доказали, значит, КД равно АД. Все, я запишу, что вот эта сторона длинно маханул. Надо покороче. Вот эта сторона равна 6, задачка решена. Треугольник АКД равносторонний. Это был второй способ. И, наконец, третий способ. Это 7-8 классы. Будьте внимательны, здесь довольно тонкое такое интересное решение. Продолжим вот этот отрезочек, лучик, а здесь проведем биссектрису прямого угла. А затем соединим полученную точку вот тут с вершинкой D. Смотрите, что получается. Вот этот уголок 45, да? Знак градуса не буду ставить, некуда там уже лепить его. Это 45. Тогда оказывается, что мои треугольники, назову номер 1 и номер 2, пойдет равны между собой. Треугольник 1 равен треугольнику 2 по чему? Вот эта сторона общая. Здесь будет 6 и 6 стороны квадрата, значит, по двум сторонам и углу между ними по первому признаку. Но тогда вот этот угол 15, откуда мгновенно вот этот угол 15. Кроме того, вот этот уголок 120, 15, 45, и поставлю 60, остается 120, здесь 45 и 15 остается 120, весь полный угол 360, значит, вот на этот уголок остается 120 градусов. Ну и теперь у треугольник номер 3 и номер 2 равны по стороне общей и двум прилежащим к ней углам. Значит, треугольник 3 равен треугольнику 2. Уже по второму признаку равенства треугольников действительно все это изучается в 7 классе, откуда и следует, что сторона вот эта ДК будет равна стороне ДС. То есть наша искомая сторона, искомый отрезок действительно снова равен 6. Ну что ж, задача решена. ДК равно ДС и равно 6. Ответ 6. И я хочу только сказать 2 слова тем, кто будет пытаться решить следующим образом, проведя, к примеру, вот такой отрезочек, то есть построив равносторонний треугольник на стороне АД. И вот вам придется доказать, что вершинка этого построенного равностороннего обязательно совпадет с точкой К. Ну, методом, скорее всего, от противного. Потому что если предположить, что она не совпадет с точкой К, нам придется не так уж и просто. Вот придется искать противоречие. Почему П должно совпасть с К? Все, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. Присылайте свои решения. Либо подтверждайте наши. С вами был Валерий Казаков. Пока.